Всем привет! Вы на канале Супер Арбалет. И если в кадре ваш покорный слуга, то вы правильно поняли, сегодня выпуск про новинки нашего магазина. И я напоминаю, каждое 15 число каждого месяца мы делаем заказ в американском магазине lancasterarchery.com. Если вам что-то нужно оттуда, достаточно просто с нами связаться, и все условия мы вам с удовольствием расскажем. И мы начинаем. И первое, о чем мы сегодня расскажем, это обновление стабилизатора Trophy Ridge Hitman 2.0. Обновление стабилизатора, про который мы уже рассказывали в одном из прошлых видео. Новинки за август. Это настолько новинка, что про него даже нет никаких обзоров, хотя может их нет, потому что обновление минорное. И от предыдущей версии стабилизатор мало чем отличается. Стабилизатор выполнен из карбона, имеет в комплекте быстросъем и вязочку на металлическом креплении. Вы быстросъемом крепите вязочку к луку, и все, что вам остается, это прикрутить стабилизатор, сделав всего полоборота. На конце стабилизатора сменные грузы и резиновая заглушка, которая по совместительству еще и демпфер. На самом стабилизаторе тоже есть резиновая накладка, которая призвана помогать стабилизатору гасить вибрации. Следующий лот тоже стабилизатор от Trophy Ridge Blitz Sidebar Stabilizer. Это очень необычный стабилизатор, который сочетает в себе сразу две функции. Вы, наверное, замечали, что спортсмены часто на свой лук ставят два стабилизатора, один спереди, второй сбоку, для того, чтобы сбалансировать лук и навесное оборудование. Этот стабилизатор решает те же проблемы, но весьма необычным способом. У него есть специальный вынос, благодаря которому стабилизатор крепится сбоку от лука, тем самым являясь одновременно как основным стабилизатором, смотрящим вперед, так и боковым. Грузики на концах стабилизатора не меняются, но развесовку можно регулировать, устанавливая его дальше или ближе к луку. Простое и изящное решение. Следующая приблуда, про которую я вам сегодня расскажу, весьма занятная. Нарекли ее DCA Custom Arrow Swaying Angle Tool. Если по-русски, то приспособление, призванное помочь вам в поклейке оперения. Представляет собой часть стрелы, на которой есть наклейка с изображением разных вариантов поклейки оперения. Если вы клеите перья офсетом, то есть под углом, то этот аксессуар может вам пригодиться. По сути, это шаблон угла поклейки, по которому вы настраиваете вашу пероклейку. Есть как левый, так и правый угол. В принципе, это все, что можно про нее рассказать, но есть один очень важный нюанс. Штука эта подходит только к пероклейке Bitzenburger. Мы пробовали использовать ее на других пероклейках, и банально не хватает длины вот этой стрелы. То есть, как написано у нас на упаковке только для Bitzenburger, так и слово свое сдержали производителя. Учитывайте этот момент, конечно, можно что-то сколхозить, немного ее удлинив, но штука не самая бюджетная, поэтому решайте вам, хотите ли вы этим заниматься или нет. Следующий аксессуар тоже весьма интересен, это индикатор контроля вылета стрелы от Biter. Все лучники заботятся о том, как стрела вылетает, но без высокоскоростных камер сделать это практически невозможно. Немецкая компания, индикатор для контроля вылета – это по сути такие пластиковые звездочки, которые надо надеть на вашу стрелу и выстрелить. Далее вы просто смотрите, какие лучи где загнулись, значит там и цепляет. И потому, насколько сильно лучи загибаются, будет понятно, какие зазоры у стрелы при выстреле. Что немаловажно, лучики не ломаются, а загибаются. Их потом можно выправить обратно, и для этого в комплекте даже есть специальное такое правило, куда можно все приложить по форме и аккуратненько разгладить пальчиком все обратно. И, кстати, ответ на закономерный вопрос. Надевается эта штука, естественно, только на один диаметр стрел. В данном случае это 23-15. Существуют вариации, естественно, под другие диаметры, то есть при покупке этот момент надо уточнять, какие стрелы настраиваем под такие и покупаем вот этот аксессуар. Дальше у нас идет не то чтобы новинка, про эту штуку, насколько я помню, мы уже вам говорили. Может быть, чуть менее подробно, может быть, чуть более подробно, но вещь хорошая, почему бы не рассказать про нее еще раз, тем более у нас они заново появились в магазине. Это демпфер Biter V-Box. Лучший выбор для вашего стабилизатора, если верить тому, что написано у меня в суфлере. Самый навороченный демпфер в мире. Благодаря сменным мембранам и спайсерам с грузами его можно подогнать под любой стабилизатор. С Biter V-Box ваш дешевый стабилизатор может работать как стабилизатор лучшего качества. Этот демпфер ставится между стабилизатором и грузом и может сильно изменить работу вашего уже установленного стабилизатора. Основная фишка его в том, что он колеблется не только вверх и вниз, как большинство обычных стабилизаторов, но и вперед-назад. Также в комплекте идут пластиковые проставки, которые позволят двигать ваши грузы и точно настраивать их положение. Далее у нас релизы от компании Cobra Archery. Простые, но необычные в своем исполнении. Одно из бюджетных решений, если вам нужно американское качество. А релизы – это то, что китайцы пока не научились еще делать с качеством, хотя бы немного сопоставимым с американской продукцией.
Релизы в принципе похожи, но на модели Maverick они несколько доработали главную часть любого релиза, а именно голову. Она стала немного меньше, на ней появились насечки, но я уверен, что даже более простой по версии компании Cobra релиз Sportsman даст вам гарантию того, что ваш лук не сорвется, пока вы будете растягиваться, кое не даст вам любой китайский релиз. Длина регулируется с помощью двух винтов, открутили, подвинули, закрутили. Релиз выполнен в форме клещей и имеет кожаный ремешок. Ну и последнее. Как вы могли заметить, выбор гардероба для сегодняшнего ролика я не, как обычно, доверил своему стилисту из ЦУМа, а взял то, что есть у нас в магазине. И предлагаю вам тоже ознакомиться. У нас есть немного мерча с Ланкастера, а именно пара шапочек, пара футболок. Сразу предупрежу, что футболки остались довольно больших размеров, это XL и 2XL, так что, скорее всего, интересны будут блочникам. С вами был канал Супер Арбалет. До новых встреч. Пока!